Здравствуйте, господа и дамы! В этом видео я вам покажу актуальные настройки графики CS2 для большинства систем, а после перейдем на рабочий стол для того, чтобы слегка оптимизировать нашу винду под игру. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Спонсор сегодняшнего видео – интернет-магазин ksoft.store, на котором вы найдете проверенные ключики на Windows 10, 11, антивирусы, офисы и даже различные подписки. Да, Бустецкий это вам не даст, но тем не менее вы обезопасите свои личные данные, а приобретая комплект, там можно очень хорошо сэкономить. Ну и по промокоду КАСКО получите скидочку в еще 5%. Магазинчик проверенный, все отзывы можете найти в Яндексе, отзывике и так далее. Все ссылочки я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Оказавшись в КС-ке, нажимаем настройки, изображение и вкладка графика. Режим отображения. Ставим на весь экран, разрешение по соотношению к вашему монитору и частота обновления максимально доступная. Яркость иногда можно завысить. Рекомендую посмотреть на где-то 103%-107%. Переходим на следующую вкладку «Расширенные настройки изображения». И уже здесь начинается самое интересное. Если вы хотите посмотреть, что за что отвечает, как определенные параметры влияют на качество картинки, где происходят графические баги и так далее и все подобное, ссылочка на мой ролик с полными подробными тестами будет в описании. Кому интересно, переходите, чекайте. Ну а для всех остальных начнем по порядку. Повышенный контраст игроков. Включаем. Вертикальная синхронизация. Обязательно выключаем, потому что дает дополнительную задержку. Низкая задержка NVIDIA Reflex. Вкл плюс ускорение. Максимальная частота кадров. Здесь выставляете на 100-150 кадров выше, чем ваш средний FPS. Режим сглаживания множественной выборкой. Здесь мы ставим 2x MSAA, либо выключаем. Общее качество теней. Среднее. Динамические тени. По сути, описание нам подсказывает, что параметр будет работать только от солнца. Повышает производительность, но вы можете оказаться в невыгодном конкурентном положении, особенно в помещениях. Очевидно, что, конечно же, ставим от всего, потому что какие-то лишние кадры не стоят этого. Детализация моделей и текстур. Низкая. Режим фильтрации текстур. 2x. Детализация шейдеров. Низкая. Детализация частиц. Низкое. Глобальное затенение. Среднее либо выключаем, все зависит от вашей системы. Расширенный динамический диапазон. Производительность и Fidelity FX Super Resolution. Очевидно, что выключаем. Если у вас очень слабая система, можете поставить на качество. Но только в том случае, если у вас очень слабая система. Потому что Fidelity FX Super Resolution дает дополнительную задержку. По настройкам мы закончили, все остальное можете подстраивать под свои личные предпочтения. Одно из важных я рекомендую поставить на неограниченно пропускную способность, потому что по умолчанию здесь стоит ограничение. Применяем наши настройки, и наша следующая задача — это перейти на рабочий стол для того, чтобы слегка оптимизировать нашу винду под CS-ку. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Оказавшись на рабочем столе, нажимаем поиск, пишем настройки, графики, обзор, и наша задача перейти в папку с игрой. Самый простой вариант — открываем Steam, библиотека и находим CS2. Нажимаем на шестеренку, управление и просмотреть локальные файлы. Закрываем Steam, открываем папку Game, Bin, Win64, и здесь нас встречает приложение CS2. Копируем путь к самому приложению, нажимаем PKM,
копировать, закрываем папку и вставляем вот сюда. Нажимаем Enter, приложение CS2 добавить. Если указанное приложение уже добавлено, значит у вас 11-я винда. Ищем в списке CS-ку, нажимаем параметры и ставим галочку на высокая производительность, сохранить. Переходим на изменение стандартных параметров графики, и здесь нас встречает планирование графического процессора с аппаратным ускорением. Если вам доступна эта функция, можете ее включить и потестить. Обязательно перезагружаем нашу систему, заходим в CS2 и бегаем по дэтматчам, смотрим, как у нас играется. Если все хорошо, так и оставляем. Если все стало хуже, тогда выключаем аппаратное ускорение и снова же перезагружаем нашу систему. Тут все индивидуально. Оптимизация для игр в оконном режиме тут по желанию. Работает данная галочка только на DirectX 10 и 11. Для тех ребят, у которых видеокарта от NVIDIA, открываем панель управления NVIDIA и переходим на управление параметрами 3D. Далее программные настройки. Здесь нажимаем вот сюда и ищем в списке CS2. Если здесь ее нет, нажимаем добавить и уже ищем в этом списке CS2. То же самое, если допустим ее здесь нет, нажимаем обзор и вставляем наш ранее скопированный путь. CS2 приложение открыть. Анизотропная фильтрация для лучшей производительности можно выключить. Для всех остальных, у кого система по мощности средняя и выше, оставляем управление от приложения. Вертикальный синхроимпульс отключаем всегда. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Метод представления Vulkan OpenGL. Использовать цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана. Высшая, доступная. Частенько ребятки спрашивают, почему у них, допустим, нет предпочтительной частоты обновления. Все потому, что это зависит от монитора. Другие же параметры зависят от вашей видеокарты. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Совместимость с OpenGL. Приоритет совместимости. И в самом низу находим фильтрация текстур качества. Мы выбираем высокая производительность и нажимаем применить. После этого залетаем в CS2 и проверяем наш FPS. Если все устраивает, закрываем видосики, наслаждаемся игрой. Если нам нужно еще больше FPS, тогда переходим по ссылочке в описании ко мне в телегу либо в Discord. Там у меня лежит архивчик, называется архив Байкаска версия 2. Мы его загружаем и делаем распаковку. Здесь нас встречает 3 папки и различные приложения. Начнем по порядку. Настройка видеокарты. Если у вас видеокарта AMD, здесь у нас есть картиночки, можете сделать как здесь указано. Intel то же самое. И NVIDIA, снова же картинки с настройками. Далее очистка. Delete them files. Выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и да. То, что у нас не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Delete them files. Следующая папка. Снова же все это выделяем и нажимаем Shift, Delete и да. То, что не удаляется, просто нажимаем отмена. Возвращаемся назад. Disk Clean Up. Выбираем диск C, ОК. Нажимаем на очистить системные файлы. Снова выбираем диск C, ОК. Ставим везде галочки и нажимаем ОК. Твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем папку бэкап файлов реестра, и здесь нас встречают различные варианты бэкапов. В картинках, для рукастых и красиво расписал. Делайте то, что вам больше нравится. Если все это делать лень, можем просто сделать восстановление с помощью вот этих бэкапчиков. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM и открыть. Если у вас десятка, будет написано слияние. Далее Game DVR2, PKM и слияние. Отзывчивая система PKM слияние, сетевой тротлинг тут по желанию и системный приоритет тоже PKM и слияние. MSI мод. Нажимаем PKM и запускаем от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет мы ставим High и нажимаем Apply. Будьте внимательны, после каждой переустановки видеодрайвера настройки в MSI моде сбрасываются. Xbox
FX Game Bar. Мы его, конечно же, отключаем, и у нас осталась схема питания. Если вам нужна схема питания максимальная производительность, тогда копируем команду, нажимаем PKM, копировать, закрываем, нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, либо командная строка, нажимаем Ctrl плюс V, если не вставляется, нажимаем PKM и Enter, закрываем и открываем ярлык схема питания, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальную производительность, закрываем. После всех этих настроек залетаем в CS2 и наслаждаемся, если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч!